Zombie Apocalypse. Hello everyone, это Neo Colin, little bit Eurovision style. Today we're gonna react to our third track of the Epicas album called Omega. Song name is Gaia. So yesterday we got Seal of Solomon, today we got Gaia. And as usual, leave English comments below the video. I will try to answer them all if I can. So enjoy reaction and now let's go in Russian. Итак, всем привет. Сегодня у нас третий трек Эпика, альбом Омега. Песня Гая. Можно, в принципе, приступать. Вчера у нас была печать Соломона. Сегодня у нас Гая. Необычное название, так сказать, трека. Потому что, судя по источникам, либо это название женского имени, либо это какая-то аббревиатура. Будем разбираться, так сказать, вместе. Итак, я думаю, можно, в принципе, начинать. Поехали. 3, 2, 1. Стартуем. Что хочется отметить, вот именно сколько уже Abyss of Time, да, смотрим, Skeleton Key, Seal of Solomon и сейчас Gaia, все песни, все треки альбома, они очень динамичные, в отличие, ну, как от традиционного их не такого стиля больше, намного более агрессивные гитарные такие, да, партии, намного такой более динамичнее все, динамичнее вокал, потому что привыкли все, ну, академическому такому больше звучанию в плане того, что Симона, понятно, что у нее оперный голос, все дела, она как бы с того, как говорится, с космоса прилетела к нам, я думаю, на Землю, потому что, ну, редко такой голос встретишь у нас вообще, где у кого в индустрии музыкальной рокового, так сказать, направления, но есть, говорится, уникальные случаи. А именно вот этот, ну, уже какая четвертая песня, именно и вступление, ну, так и начало песни сразу же тебя цепляет, сразу же такой, как по-английски catchy, да, то очень-очень-очень круто. И типа сразу же динамика чувствуется, нету такой долгой раскачки, долгой потом припева такого, да, как бы понятно, что на припеве обычно там какой-то происходит скачок в плане переход музыкальный там, да, или такой план, как говорится. А тут сразу же, с самого начала песни именно динамично, все это самое по теме, гитара просто работает, ну, на ура, ничего не скажешь, ребята молодцы. Так, поехали дальше.
припев ее такой. Переход хороший. Гитара в деле, скилл на пределе. Вот и Марк пошел. Я вчера забыл, ну, как я там в дескрипшене, так сказать, написал, потому что я забыл Марка Янсена, грубо говоря, да, как его имя, то я извинился за это, я думаю, сейчас можно немножко, так сказать, восстановить справедливость по отношению к нему. Долго ждал именно в этом треке его появления. Ну, ворвался, конечно, он как как гром среди ясного неба, как обычно. И все как обычно в тему. Опять же, ничего лишнего. Вот оно вроде бы, да, такая вот часть именно трека, там начинается гроуль, по идее, оно как бы в логическое такое, как говорится, в логическом представлении, по идее, оно должно было мешать, да, то есть тут такой Симона, да, оперный академический такой вокал, просто, как говорится, все расплывается, ты плывешь, там, слушаешь, удовольствие получаешь, а тут врываются, тебе там с ноги залетают и начинают гроулить, такой, уже, в принципе, под конец песни, ты такой, вау, типа, и ты такой, что происходит вообще? И, в принципе, вот у них именно в этом альбоме вот именно такая история практически в каждой песне, да. Мы вспомним Abyss of Time, но мы Abyss of Time еще будем, так сказать, обозревать, потому что еще в прошлом году вышло, ну, тогда как бы еще я реакции не записывал, а, конечно, хотелось бы, но сделаем уже в этом году, то там тоже как бы с самого начала, типа, бам, сразу, а здесь уже под конец врыв. Печать Соломона, оно как бы чередовалось они, да, они как друг другу перекидывали палочку эстафеты, там типа сейчас ты, потом Симона там, потом Марк тоже опять напор, все жесткое, все такая моща, гроул, и потом Симона опять, а здесь он под конец врывается. Ну, красавчики, красавчики, поехали дальше, уже дослушиваем. В общем, как-то так, да? В принципе, как обычно, на высоком уровне. Низкого уровня никто не ждет и не ждал. Весь альбом пока что очень приятно удивляет в плане,
структурой каждой песни, что не только Симона, еще и Марк очень активно принимает участие. Прям супер, 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 супер. В принципе, много уже посредине, да, сказал по поводу гитары тоже. Инструменты, барабаны, все на уровне, все в тему, все на месте. Ничего лишнего, ничего такого, это самого. Как говорится, в плане там каких-то вокальных вещей я, конечно, не тренер, не коуч, чтобы там какие-то именно голоса, тембры разбирать. Это как бы такое, я именно делюсь такими общими впечатлениями в плане разбора, так сказать, со стороны фанатов, со стороны обычных слушателей, допустим, у людей, которые профессионально музыкой занимаются, тренера, артисты, там, которые обозревают там на Ютубе, у них там, кроме этого, еще там своя такая, с точки зрения вокала есть у них рубрика, так грубо говоря, что они вокал еще очень хорошо разбирают, как бы мы на это не претендуем, мы просто занимаемся, как говорится, общими впечатлениями от релиза и от песни. В принципе, так. Это был трек Гая, необычное название, так сказать. Завтра, я думаю, следующая песенка будет у нас с этого альбома. Там на днях, я думаю, может сегодня, завтра будет Powerwolf. Мы посмотрим, по-моему, первый трек с нового альбома, посмотрим, или они вообще, ну, как люди будут на него реагировать. Нет, мы посидим, подождем. Можно ли будет на это реагировать в плане того, что YouTube это не блочил? Как-то так. Немножко обратимся к английским, так сказать, товарищам, кто нас смотрит. And for English viewers, maybe I will try to add subs for video. But I admitted that YouTube using Google Translation, and it's like a total mess. And if you want me to do that, I will try. I will add English subs. So please reply in comments if you want that, if you don't want that. So that's a bit of conclusion about it. Итак, в принципе, такая реакция была. Еще раз, подписывайтесь на YouTube, на Instagram, на Twitch. Стримим игры пока на очереди. Resident у нас, Evil Village. Будем делать контент по нему. Я думаю, на YouTube что-то будем заливать такое хорошее. И трансляция будет и на YouTube, и на Твиче идти параллельно. Если, как говорится, интернет позволит, потому что вчера что-то интернет барахлил. Сегодня проверим, как у нас сегодня будет, и запустим. В принципе, все. Еще раз говорю, всем добра, всем здоровья, удачи, держим кулачки за всех. И, так сказать, опять же, лайки, дизлайки, подписки, пишите, что нравится, что не нравится, что добавить, что отнять. Все ссылки в описании, Твича, Инстаграма, Ютуба. Всем приятного просмотра и хорошего, так сказать, настроения. До следующего раза. Пока.